Всем привет! Как известно, сетевой кабель для подключения лэптопов или компьютеров между собой обжимают в перекрест, тогда как для связи ПК с роутером либо коммутатором используется прямой обжим данного типа или же такого. Собственно, здесь я хочу рассмотреть, оказывает ли влияние порядок распиновки сетевого кабеля на работоспособность. Прежде хочу отметить, что современные сетевые адаптеры способны автоматически определять тип обжима витой пары и работать с любым из указанных стандартных вариантов. Посмотрим, что будет, если кабель обжат не по стандарту. В данном случае первые две жилы и последние на обоих концах симметричны, а вот средние расположены произвольно. Подключаю один конец кабеля в роутер, а противоположный в ноутбук. Подождав не более 30 секунд, на сетевой карте индикаторы замигали. Замечу, что настройки сетевушки у меня установлены по умолчанию. При этом интернет на лэптопе, как можно видеть, работает. Установив соединение между двумя ноутбуками и прописав на них заранее IP-адреса для одной сети, связь между ними также имеется, о чем свидетельствуют ответы команды ping. Теперь проверим представленный вариант обжима, в котором на концах вновь первые и последние две жилы расположены одинаково. Далее подключаю кабель аналогично, как в прошлый раз, после чего, подождав опять-таки несколько секунд, можно видеть линк от сетевушки. Запускаю браузер, где в результате поисковик открылся и интернет есть. При установке соединений между лэптопами связь также присутствует. Попробуем еще один вариант, когда концы кабеля обжаты зеркально относительно друг друга. В очередной раз произвожу подключение между роутером и ноутбуком. Правда, в этом случае спустя минуту индикация на сетевой карте так и не появилась. А в настройках сеть также не активна. В таком случае при подключении компьютеров между собой связь также отсутствует. Таким образом, на основании проведенных вариантов обжима кабеля можно сделать вывод, что не все варианты могут подойти. Но при условии определенного порядка жил на обоих концах провода передача информации будет осуществляться. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.